Pentium 3 1 ГГц против 4 видеокарт. Или процессорозависимость видеокарт? Не слышали. Добро пожаловать на мой канал и доброго времени суток. У меня есть компьютер, эдакая мечта геймера 2000 года, в котором есть все, что нужно для счастья. Звуковая карта Sound Blaster Live, материнская плата Asus CUSL 2C, ну или CUSL 2C, кому как больше нравится. Центральный процессор Intel Pentium 3 1 ГГц и 512 мегабайтов оперативной памяти. В нем у меня, как правило, стоит видеокарта GeForce 2 GTS. Но в этот день я решил попробовать протестировать не только эту видеокарту, но и другие. Давайте посмотрим на них поподробнее. Итак, та самая GeForce 2 GTS производства Asus. Моделька называется AGP V7700. Сейчас сфокусируется. Ну ладно, позже. Оснащена она 32 мегабайтами оперативной памяти. Шина памяти у нее 128 бит. Частота работы ядра 200 МГц, частота работы памяти 166, ну или DDR333. Эта видеокарта полностью поддерживает все возможности DirectX 7, точнее DirectX 7. В целом, видеокарта весьма хороша, и в свое время это реально была мечта. И если вы, конечно, в то время не мечтали о Voodoo 5 6000. Следующая видеокарта это GeForce 3 от Gainward. Чем она хороша? Тем, что в отличие от стандартной модельки, у нее несколько выше тактовая частота ядра 200 МГц вместо 175. Ну и в целом GeForce 3 это развитие следующей линейки GeForce. Она уже, в отличие от предыдущей видеокарты, поддерживает полностью все фичи DirectX 8. Ну, а мы плавно перейдем к осмотру следующей видеокарты. Эта видеокарта на синем текстолите, это GeForce 4 Titan 4200, производство Albatron. К сожалению, в процессе тестов она приказала долго жить, возможно, я смогу ее реанимировать, но не факт. GeForce 4 это дальнейшее развитие линейки GeForce 3, она в принципе от предыдущей отличается только лишь повышенными частотами. Все остальные технологии практически не изменились, разве что версия пиксельных шейдеров стала 1.3 вместо 1.1 как на предыдущей модели. Давайте посмотрим на последнюю тестовую видеокарту. Это самая крутая по технологиям из всех видеокарт. Это AT Radeon 9600 Pro, производство Sapphire. У этой видеокарты ядро работает на тактовой частоте 400 МГц, память на тактовой частоте 300 или 600 МГц DDR. Шина памяти у него, как и у предыдущих видеокарт, 128 бит. Ну и в отличие от них, она полностью поддерживает DirectX 9. Для наглядности я свел характеристики всех видеокарт в единую табличку. Можете ее посмотреть здесь. Ну, не сказать, что исчерпывающая информация, но почти вся, которая касается этих видеокарт. И объем памяти, и скорость шины HGP, и все остальное. Давайте загрузим в Windows XP, в данном случае Windows XP Service Pack 1. И попробуем протестировать наш компьютер. Загрузка завершена. Давайте ради интереса посмотрим, что из себя представляет наш компьютер. Зайдем в свойства компьютера. Ну, я думаю, видно, что процессор Intel Pentium 3 1 ГГц. Давайте зайдем в диспетчер устройств. На данный момент в нем установлена видеокарта GeForce 2 GTS. Давайте теперь запустим
утилитку, которая называется CPU-Z. Сейчас она загрузится и посмотрим, что из себя представляет наш процессор. Итак, Intel Pentium 3 1 ГГц, кэш 256 килобайт, смешно, конечно, по нынешним меркам. Материнская плата Asus CSL 2C, будем так его называть. Памяти 512. Ну и давайте запустим бенчмарк. Бенчмарк рассчитан на современные процессоры, поэтому он измеряет как однопоточную, так и многопоточную производительность, но понятно, что в тестовом процессоре одно ядро, работающее на тактовой частоте 1 ГГц, и говорить о какой-либо многопоточной производительности нам не приходится. Давайте сравним результат с тем самым слабым процессором в списке, который есть в CPU-Z. Ну и я думаю, заметно, что при разнице меньше, чем в 3 раза по тактовой частоте, производительность на ядро у нового процессора выше, чем у Pentium 3 в 8 раз. Да, технологии шагнули далеко вперед. Впрочем, давайте перейдем к синтетическим 3D тестам. Это 3D Mark 2000 и 3D Mark 2001 SE. Давайте запустим 3D Mark 2000. Посмотрим, с какими настройками я его запускаю. Запускать я его буду в разрешении 1024 на 768 на 32 бита. Ну и все видеокарты я сведу в один экран, для того, чтобы можно было посмотреть на результаты. Данный тест способны выполнить любые тестовые видеокарты, потому что он рассчитан на технологии DirectX 6. Тест состоит из двух игровых приложений. Это полет вертолета и облет пристани. К сожалению, не каждая из видеокарт поддержит все фичи, которые заложены в этот тест, поэтому все равно не все тесты каждая из них может пройти, но тем не менее в целом возможности DirectX 6 все видеокарты поддерживают на 100%. Тест завершен. Давайте посмотрим на результаты. Итак, самая слабая видеокарта у нас ожидаемо GeForce 2. Следом идут GeForce 3, GeForce 4 и AT Radeon 9600. Но по большому счету разница между ними в производительности совершенно не принципиальна. То есть они явно уперлись в производительность центрального процессора. С другой стороны, 3D Mark 2000 не просто так не снискал той популярности, которая была у следующего бенчмарка 3D Mark 2001 SE. Его и до сих пор используют. Здесь настройки те же самые, 1024 на 768 на 32 бита. Я также свел все 4 видео с прохождением теста в один экран. Их все видно. Как я уже говорил, в отличие от GeForce 3 и GeForce 4, у GeForce 2 есть поддержка только DirectX 7, а у AT Radeon 9600 полная поддержка DirectX 9. 3D Mark 2001 SE рассчитан на DirectX 8.1. Формально видеокарты GeForce 2 и GeForce 3 все возможности DirectX 8.1 не поддерживают, но тем не менее все тесты этого бенчмарка на них идут. GeForce 2 поддержит только DirectX 7, соответственно, четвертый тест того самого старичка с удочкой мы на нем увидеть не сможем. Кстати говоря, в свое время многие очень хотели на этот тест посмотреть. Однако давайте посмотрим на те результаты, которые нам выдадут видеокарты. Самый слабый результат ожидаемого GeForce 2 GTS, следом GeForce 3, затем GeForce 4 и максимум показал Radeon 9600 Pro. Однако разница между ним и GeForce 4 Titan в принципе несущественна. То есть в этом случае все у нас также уперлось в процессор, как и в прошлом тесте.
Перейдем к 3D играм. Собственно, ради 3D игр в современном мире компьютеры и приобретаются в основном. Ну, по крайней мере, домашние. Начнем мы с Quake 2. Настройки 800 на 600. Стандартный OpenGL драйвер. Почему именно 800 на 600? Потому что это баланс между производительностью процессора и производительностью видеокарты. А я хочу посмотреть на производительность системы в целом. Можно, конечно, 640 на 480, но это чистая производительность процессора. Как видите, все GeForce тест прошли, а Radeon еще, мягко говоря, тупит. Проблема, как мне кажется, здесь в драйверах, потому что, ну, видно, что играть в игру можно с удовольствием, но вот эти вот 29 кадров в секунду в сравнении со 170 у GeForce, это явно ошибка программная, а не аппаратная, потому что Radeon может больше. Судя по всему, стоит лог на 30 кадрах в секунду, хотя вертикальную синхронизацию я на Radeon отключил. Давайте перейдем к следующей игре, это Quake 3. Здесь настройки также 800 на 600, пресет High Quality, 32-битный цвет. Я также свел все видеокарты в один экран. Давайте посмотрим на результаты. Запускать мы будем демку 4DM68. Это встроенная демка более поздней версии Quake 3. Тест идет достаточно быстро. Не сказать, что мгновенно, как на современных ПК, но очень быстро. Без каких-либо глюков. Давайте посмотрим на результаты. Итак, здесь у нас все с ног на голову. Самая быстрая GeForce 2 GTS, следом GeForce 3 Titan, потом GeForce 4 и AT Radeon 9600 Pro. Явно видно, что производительность видеокарты уперлась в производительность процессора. На более быстром процессоре результат был бы выше, однозначно. Впрочем, я не зря в названии сказал о процессорозависимости. Тем не менее, играть в эту игру вполне себе можно. Давайте запустим Unreal Tournament. В этой игре мне пришлось использовать OpenGL рендер, потому что на GeForce в Direct 3D оно дико тормозило. Давайте-ка посмотрим на результаты. Тест я ускорил для того, чтобы не затягивать сам процесс. Интересен нам, в общем-то, будет результат вот этого встроенного бенчмарка. В свое время, между прочим, Unreal Tournament был настолько требовательной игрой, прежде всего к процессору, что от него в конце концов отказались. Ну, потом, правда, вышли и более новые версии. Unreal Tournament 2003 и так далее. Поэтому, как бенчмарк именно процессора, он весьма хорош. Впрочем, давайте посмотрим на результаты. Результаты интересны. В каком плане? Все видеокарты с поддержкой DirectX 8 и 9 показали примерно одинаковый результат. 65-66 кадров в секунду. GeForce 2 GTS показала 70 кадров в секунду. То есть не всегда новые технологии показывают результат лучший, чем старые. Нам пора перейти к следующей игре. Это Крутой Сэм, первая редакция. Здесь я тоже использую OpenGL рендер, разрешение 800 на 600. И в этой игре результаты, на мой взгляд, получились крайне интересны. В целом, по крайней мере в те времена, игры с поддержкой OpenGL работали быстрее, чем игры с поддержкой Direct 3D. И именно эта игра данный факт подтверждает. Обратите внимание, что на видеокарте GeForce 4 Titan 4200 игра идет с дикими артефактами. Тем не менее, несмотря на вот эти вот артефакты, которые видно в правом верхнем углу, результат она выдаст. И мы его
спустя несколько секунд посмотрим и изучим. Итак, как видите, максимальный результат вновь показала GeForce 2 GTS 55 кадров в секунду, GeForce 3 и GeForce 4 показали одинаковый результат, ну и самую слабую производительность показала AT Radeon 9600 Pro, что по факту играть с удовольствием в эту игру, естественно, не мешает. Поскольку на GeForce 4 на экране вместо изображения были какие-то артефакты, я запустил эту игру в ней в рендере DirectX. Игра, как видите, прошла тест успешно, без каких-либо глюков изображения, но производительность оказалась гораздо ниже, чем в рендере OpenGL. По крайней мере, 43 кадра в секунду вместо 54, на мой взгляд, это весьма серьезное падение производительности. Впрочем, OpenGL всегда был круче. Пора переходить к заключительным тестам. Это синтетические тесты для CPU. В качестве синтетических тестов я буду использовать два бенчмарка. Это шахматный бенчмарк и Super P версия 1.4. В данном бенчмарке эталонным процессором является именно Pentium 3 1 ГГц. Вот давайте-ка посмотрим, соответствует ли фактически эталонный процессор тому, что было намерено товарищами из группы, которая разрабатывала этот бенчмарк. Тест, в общем-то, не очень длинный, поэтому пройдет он достаточно быстро, и мы увидим результат. Тест практически завершен. Итак, разница всего лишь в 1%. Ну, в принципе, те чуть выше 1 ГГц 5 МГц, которые нам выдает материнская плата, наверное, и дали этот 1%. Тем не менее, повторяемость теста на высоте. Давайте запустим Super P 1 мегабайт. Ну и пока этот тест идет, поговорим в целом о тестовой системе. Тест будет идти примерно 2 минуты. Итак, что можно по результатам тестирования заметить? Во-первых, производительности Intel Pentium 3 для всех видеокарт, по крайней мере в тех играх, которые мы тестировали, вполне себе достаточно. Крутой Sam, Quake 3, Unreal Tournament, Quake 2. Эти игры идут просто великолепно на Intel Pentium 3 1 ГГц. Тем не менее, его производительность уже не дает полностью раскрыться таким видеокартам, как GeForce 4 Titan и AT Radeon 9600 Pro. Процессор для них обладает недостаточно высокой производительностью. Да, Pentium 3 1 ГГц это крутой процессор, он тянет все эти игры, но, тем не менее, видеокарты могут показать результат выше. GeForce 2 и GeForce 3 на каком-нибудь Pentium 4 3 ГГц показали бы еще более высокий результат, чем на Pentium 3 1 ГГц, но тем не менее на этих видеокартах не так заметно, что процессор ограничивает их возможность. В целом, если собирать ретро-ПК и выбирать из этих видеокарт, на мой взгляд, для процессора Intel Pentium 3 1 ГГц лучшим выбором будет видеокарта GeForce 3. Почему именно GeForce 3? Да, она несколько менее быстрая, чем GeForce 2 GTS или GeForce 2 Ultra, но зато она быстрее работает в играх с поддержкой 32-битной глубины цвета. В тестовых играх, в принципе, это не слишком заметно, но вот
если мы на этой системе с GeForce 2 GTX запустим игру «Возвращение в замок Вольфенштейн» на движке Quake 3, то станет заметно, что в 32-битном цвете она его тянет с большим трудом. Впрочем, тем временем завершен тест Super P. Итак, результат составил 2 минуты 19 секунд 942 тысячных. По современным меркам, когда этот тест вычисляется примерно за 10 секунд, не густо. Впрочем, спасибо за внимание и до новых встреч!